Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где каждый день есть ответы, приходят ответы на вопросы. Также на канале инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну и практики, настрои, ритуалы, медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну а также есть и медитации, и практики для избавления от того, что вам мешает. Я бы посоветовала начинать именно с очищения и избавления от того, что мешает, а потом уже на чистый лист писать и накладывать то, что вы хотите достичь. Ну и, конечно, каждая практика, медитация, настрой должны быть повторены как минимум 3 недели. Ну, а я еще и советую больше, потому что все-таки с годами мы набираем в себе огромное количество сдерживающих нас установок и того, во что мы верили раньше, а убрать это все за один раз нереально. Поэтому многократное повторение, ваше стремление и ваши желания могут помочь кардинально изменить жизнь. Я это уже сделала, и я вам хочу сказать, я все равно каждый день продолжаю работу над собой. Это единственное, что я называю именно работой. Это труд. Нелегко заставить себя каждый день уделить 15-20 минут времени практике или медитации. Мы находим какие хочешь вещи, которые мы делаем, но не занимаемся собой. Это организация и это труд. Так что пользуйтесь, все сделано для вас. Ну что, давайте мы посмотрим сегодня потенциальное решение проблемы. Как же можно разрешить интересующую вас проблему? Сосредоточьтесь на задаче, проблеме, которая вас интересует, которая важна для вас сегодня. Ну а также похвалите себя, сделайте себе комплимент и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Помните об этом. Я сейчас выложу 3 карты. Сразу не буду рассказывать по одной карте, а расскажу уже из того, что я увижу из 3 карт. Если что-то мне будет неясно, я буду добавлять карты. Обычно так не происходит. Я вижу ситуацию, вот, и вижу решение. Это совет, потенциальное решение проблемы. Это именно совет, что же сделать и чего не делать для того, чтобы ваша задача, проблема разрешилась самым наилучшим образом. Ну что, я посмотрю и дальше я вам уже расскажу. Ну что, по большому счету, я вот сразу вижу, что в конечном итоге это выбор, ваш выбор, это связано с вашими планами, и очень многое здесь связано с вашими родными, близкими и семьей. Это самое яркое, что я увидела. Ну и еще, если ваша задача, проблема, которую вы загадали, о которой вы подумали, не связана с вашей семьей, эти карты и все, что я здесь вижу, прежде всего говорят о том, что именно ваши родные, близкие, друзья могут помочь вам решить проблему, могут помочь вам достичь желаемого результата. Конечно,
в самом конечном итоге все равно планировать и решать вашу задачу, или многие из вас называют это проблемы, придется вам, но вы не одни во всем этом. У вас за спиной люди, которые при правильном вопросе, при правильном запросе помогут вам решать все эти проблемы. Еще что могу сказать. Потенциальным решением проблемы может еще быть уход от грез и мечтаний. Да, вот в ситуации, которая сложилась у некоторых или у многих из вас сегодня, ваши мечты могут не воплотиться в жизнь. Подходите к решению того, что вас интересует сегодня, более аналитически и более прагматично. Да, конечно, я всегда говорю, что мечтать надо, желать надо, но погружение в грезы без действий – это бесполезно. И здесь ясна вот эта картина, что без правильного планирования, без правильных вопросов, без правильного запроса на ваше желание вы ничего не достигнете, и проблема не будет решена. Попросите помощь у родных вам людей. Не стесняйтесь. Я знаю, что я сама такая, что мне нелегко просить о помощи, мне нелегко просить даже иногда, совет, смотрите, просить совет – это палка о двух концах. Не забывайте, совет, который вы получите, это будет совет с точки зрения опыта и жизни человека, у которого вы спросите. И неважно, я знаю, что пожилые люди считают, что они все знают, и что то, что они сказали, это правда в первой инстанции. Я ни в коем случае не хочу обижать никого. Но все-таки, даже исходя из опыта пожилых людей, их опыт расходится с вашим опытом. Смотрите, даже вот когда дело касается моей дочери, я раньше всегда давала советы и, соответственно, принуждала моего ребенка действовать по моей схеме. А почему? У нее свой опыт, у нее своя жизнь, у нее свой характер, у нее свой взгляд на ситуации, на людей, на события. И я не могу со своей колокольни знать, будет ли мой совет ей в помощь или медвежьей услугой, простите. Да, конечно, если она просит меня на сегодняшний день сказать мое мнение, я всегда ей говорю, это мое субъективное мнение. Да, ты можешь его послушать, но как тебе поступать и что тебе делать, это все равно твой выбор. Вот тут та же самая история. Когда люди дают вам совет, да, послушать совет – это здорово, но уже когда вы живете свою жизнь, уже когда вы ищете решение своих задач и идете к своим целям, только то, что близко вам, будет вам на пользу. Помните об этом. А помощь у вас есть. И я вам дала и советы, что же делать, было бы здорово сделать еще. А выбор, как всегда, ваш, это же ваша жизнь.